Привет! Существует очень много мастер-классов по созданию цилиндрической свечи с бетоном. А как же сделать треугольную? Такой инструкции я не нашла, поэтому решила сделать свою. Досмотрите видео до конца и напишите в комментариях, как вам такая идея. Сразу делаю комплект из 3 свечей, чтобы они напоминали горный массив. Форма будет состоять из равнобедренных треугольников. Маленькая свеча со стороной 10 см, средняя 15, а большая 18. Вырезав все детали из картона, я поняла, что форма может получиться очень хлипкой. И для того, чтобы придать толщины и надежности, все стенки делаю из двойного слоя картона. Склеиваю их между собой на клей-пистолет. Для того, чтобы картон не впитывал в себя влагу и жир от воска, а готовая свеча хорошо отходила от формы, проклеиваю все детали самоклейкой. Благодаря этому такая опалубка получится не одноразовая, и в дальнейшем можно залить несколько свечей. Начинаю собирать форму. Приклеиваю фитиль из хлопчатобумажной нити к кончику будущей свечки. Складываю в форму и закрепляю стороны клеевым пистолетом. Здесь очень важно загерметизировать самый уголок свечки, чтобы воск не выливался. И получается фигура, которая в геометрии называется тетраэдр. Готовую форму ставлю на треугольные подставки из картона. Фитиль ровно закрепляю с помощью деревянной шпажки. Когда все формы готовы, ставлю подставки под углом. Для этого я использую детские книжки. Белые свечи растапливаю на водяной бане и заливаю первый слой воска. Заливать начинаю маленькими порциями, для того, чтобы даже если остались отверстия после герметизации, то воск быстро остынет и запечатает все щели. Для второго слоя соединяю белый и серый воск в пропорциях 1 к 1. Но перед заливкой меняю угол наклона подставок. Аккуратно заливаю второй слой. Завершающий третий слой состоит только из серого воска. Предварительно не забываем поменять угол наклона подставок. Когда воск полностью застыл, приступаю к бетонному основанию. Но я подумала, что просто цемент будет скучновато, поэтому добавляю в него зеркальную крошку, которую когда-то купила в Икее. И мне очень интересно посмотреть, что же из этого получится. Беру простой серый цемент, а вместо песка использую крошку. Смешиваю в пропорции 1 к 1. Добавляю воды на глазок и перемешиваю до состояния густой сметаны. Накладываю смесь и простукиваю, чтобы вышел воздух. Наполняю все формы и оставляю на 3 дня отвердевать. Через 3 дня наступает самый волнительный момент. Разбираю и смотрю, что же получилось. Аккуратно разрезаю ножом форму, она легко открывается. Результатом я более чем довольна. Бетонное основание получилось ровным и гладким, и нет даже намека на зеркальные стеклышки. Но когда я взяла шкурку и ошкурила, то открылась очень красивая поверхность с зеркальными вкраплениями. Получился очень восхитительный горный массив из свечей. Стеклянная крошка красиво переливается на свету. А после того, как свеча догорит, можно заново залить воском с этим бетонным основанием.
На самом деле это мой первый опыт работы с цементом, и я очень рада, что первый блин не вышел комом. Подписывайтесь на канал и не пропустите следующие выпуски с таким универсальным материалом. Всем пока!